Наташа, и сегодня мое видео посвящено салфеткам. Вы видите их на заднем плане у меня, вот эту салфеточку, там еще у меня спрятаны, я потом их вам покажу. А сейчас хочу сказать пару слов. Почему я вдруг решила сделать такое видео? Потому что я вдохновилась сама теми идеями, которые я увидела на Pinterest, ну и не только на Pinterest, и решила поделиться этими идеями с вами. Сделала такую небольшую подборочку для вас. Если вы любите вязать салфетки и думаете, что их можно вязать просто вот связал, положил на столик, ну и пускай лежит этот пылесборник на этом столике, то вы ошибаетесь. Из них можно сделать столько всего, очень-очень много всего интересного. Я не буду, конечно, сейчас рассказывать вам, что именно. Об этом вы увидите дальше, если будете смотреть это видео. Вот. Но поверьте мне, идей очень-очень много. Я была сама удивлена, что столько всего много можно связать с обычной, точнее не связать, а сделать из обычной вязаной салфетки. Поэтому я приглашаю вас к просмотру этого видео. Надеюсь, что вы вдохновитесь этими идеями. Обязательно из той салфеточки, которую вы связали, сделайте что-нибудь, то, что вы увидите. Вот. Ну а сейчас я вам покажу свои. Не очень много у меня салфеточек осталось. Раньше у меня их было гораздо больше. Ну, в общем, вот, посмотрите. А там вот на заднем плане стоят Дед Мороз и Снегурочка. Смотрите на них, как они вам. Ну, еще они не совсем готовы, поэтому я близко вам показывать их не буду. Вот. Мои салфеточки, которые я вязала, я вам покажу быстренько. У меня есть вот такая, и я обязательно с них что-нибудь сделаю. Те идеи, которые вот я вам покажу. Дальше у меня есть салфеточка брюкское кружево. У меня видео есть на канале, правда, оно не совсем хорошего качества. Но я его не закрывала, это видео, хотя, наверное, надо было бы закрыть, потому что, если честно, мне, конечно, немножечко стыдно за него, за то качество, которое там есть. Вот так, такая салфеточка. Ну, это как подставка под кружечку. Такой вот у меня есть розовая, есть вот такая. Вот. С них тоже можно столько всего сделать интересного. Ну и самая такая большая салфетка, вот такая нежнятина розовая у меня. У меня их было гораздо больше. Просто сейчас они уже либо раздарены кому-то, либо проданы. Вот такие вот мои салфеточки. Ну, вот и все. Не буду долго затягивать. Вот. Это начало вступления. Приглашаю вас к просмотру. Итак, давайте начнем. Я поставила для вас заставочку, такую красивую комнату, камин, потрескивает огонь. Давайте начнем. Итак, первая категория, какая у нас с вами, это подушки. Посмотрите, пожалуйста, вот такую подушечку можно сделать, используя салфетки. Это почти те салфетки, что я вам показывала, когда начинала видео, да? Вот посмотрите, те же вот подстаканники. Здесь те же подстаканники, можно сказать, да? Только уже добавлен еще один цвет. Все дополнено кисточками. И посмотрите, как чудесно сочетаются цвета. Прекрасно. Следующее фото, посмотрите. Большие салфетки. И круглая, и квадратная. Все подобрано по цветовой гамме. Очень красиво. Светлая салфетка выделяется на фоне вот этого атласного материала. И просто шедевр. Очень-очень красиво, как на мой взгляд. То же самое, только уже в цветовой гамме, в другой цветовой гамме. Посмотрите, даже диванчик тот же, да, но уже другой цвет подушек. Еще один цвет. Посмотрите, насколько красиво это смотрится. Каждый цвет по-другому смотрится подушка. А здесь уже, посмотрите, перетянута подушечка такими секторами. В середине украшена тоже такими же перетяжечками, только уже меньше. Здесь ткань, но можно и связать поменьше салфеточку. И тоже вовнутрь ее туда пришить. И получается подушка какая-то вот как тортик какой-то. Мне напоминает тортик. А здесь уже такая вообще какая-то вот
воздушность присутствует, по бокам ткань, да, драпировка, все задрапировано тканью, но это можно и связать, и потом салфеткой вот этой объединить, в середине которая, и получается как какой-то такой немножечко как пуфик, но все равно она придает комнате элегантность, вот эта подушка. Следующая салфеточка у нас филейной техники сделана, да, тоже очень красиво смотрится, дополнена еще кружевом по бокам, и тоже посмотрите, какая красота. Казалось бы, просто обычная салфетка, а что можно сделать с подушкой? Превратить ее просто в шедевр. Здесь вообще отпад. Мне вообще очень-очень нравится цветовая гамма, вот эти колосочки, многослойность, видите? Сначала салфеточка светлая, это как подстаканник, как я его называю. Дальше пришито на следующие колосочки, и эти колосочки на подбор тканей, вот этих вот, да, которые напоминают мне луга летние, красивые луга. Здесь похожая тематика уже, только вокруг маленькие салфеточки, либо это кружево. Здесь, скорее всего, мотивы, они сразу вяжутся и соединяются сразу, не пришиваются отдельно. Ну и, пожалуй, последняя подушечка в этой категории – это такой букет, красивый букет цветов. И тоже те же маленькие салфеточки, либо мотивчики, которые вот можно воплотить в такой вот, сделать интересный букет цветов. Я вижу это очень-очень красивым и интересными идеями. Как вам? Понравилось ли? Напишите, пожалуйста, какая подушка вам понравилась больше всего в этой категории подушек. А мы переходим к следующей категории свечи. Но свечи не в том понятии свечи, которые просто горят, да, а облачение свечей в такую вот красоту, в салфетку, чтобы огонь сквозь вот эту салфетку немножечко проявлялся и было атмосферно. Конечно, никакого света это нам не даст, но это просто атмосферная такая вот экспозиция, можно сказать. Я думаю, что здесь применяется не настоящая свеча, конечно, это опасно. Хотя в следующей картинке вы увидите изображение, там такое впечатление, что настоящий огонь. Но, наверное, все-таки это электрическая свеча, которая у нас на батарейках есть. Скорее всего, это они. Но вот следующая картинка говорит о том, что я ошиблась. Это, оказывается, баночки. Мы облачаем наши баночки в салфетки. Посмотрите, как красиво. И сквозь баночку, конечно же, светит свеча. И там она, скорее всего, и настоящая, конечно же, если это стекло. Вот опять-таки, да, стекла практически не видно. И такое впечатление, что свеча горит, вот она горит, а в невесомости висят вот эти кружева, салфетки. Здесь, наверное, соединено все вместе. Вот. И снизу, видите, да, облачена баночка, потом вот эти бисер, все украшено красиво, воздушно, интересно. Но это же просто прелесть. Здесь просто обычный стаканчик, в него облачена салфеточка вокруг стаканчика, даже, наверное, донышко просто как стаканчик идет. И все элементарно просто. И посмотрите, как атмосферно, как падают лучи красиво от такой свечи. Очень красиво. Мне нравится. Очень атмосферно. Надеюсь, что нравится и вам. Ну и, наверное, это, пожалуй, последняя картинка в этой категории свечи. Здесь уже большие банки, уже настоящие салфетки. Посмотрите, применяются вот эти наши шедевральные, которые мы можем с вами связать. Полностью баночка этими салфетками. И это даже новогодний декор. Я бы сказала, что можно и на Новый год сделать такую красивую красоту. Сделать, да? Такой вот, я даже не могу сказать, что это подсвечник. И сделать туда большую свечу, поставить вовнутрь.
Сверху можно и красным каким-то таким антуражем сделать, чтобы было понятно, что это что-то такое новогоднее. Ну, и либо саму красную салфетку можно придумать. В общем, очень много, большой кладезь идей. Вы можете найти и сами на Pinterest, либо воспользоваться моими идеями. Надеюсь, что вам понравилась эта категория. А мы приступаем к следующей, но я жду от вас, какая из свечей вам понравилась больше всего. Во второй категории. Итак, третья категория. И это панно. Их очень-очень много, большое разнообразие. Вот это скорее не панно, а украшение на окно, которое облачено в такой вот круг. Это либо пяльца, я так думаю, либо такие вот круги, они тоже продаются в творческих магазинах, я их видела, они есть маленькие, есть побольше, но судя вот как вот зацеплены веревочки, это все-таки пяльца, мне так кажется. Вяжем салфетку, облачаем в пяльца, веревочку и цепляем на окошко. Будет очень-очень красиво. Любую салфетку можно, и маленькую, и большую, разнообразных форм, разнообразных расцветок. Полет фантазии. Вот точно так же здесь сделано, только уже, насколько я вижу, это не... Хотя нет, это тоже пяльца. Если присмотритесь, видите сбоку, но здесь уже какая-то такая самобытность, да? Вот эта палка плюс перо, все это висит на стене, и мне кажется, это уже такой вот сразу в комнате будет такая какая-то самобытность. Немножечко как-то вот мне оттуда это все напоминает. Какие-то даже пещеры, что ли, когда что-то у них было на этих камнях. Вот просто на стене вот такое, да. Только надо придумать, как зацепить вот эту веревку. Здесь видно, что сам круг, наверное, это, как это называется, такая вот веревочка, джут. Джутом все вот это сделано, а потом уже салфетка пришивается, либо... Нет, сначала, наверное, она... Каждый вот этот уголочек цепляется за кружок, а потом уже обматывается джутом. Вот такой тоже. Посмотрите. Но наши салфетки. Это же наши салфетки. Листики и все остальное. Все, что мы с вами вяжем. Поэтому очень-очень большой полет фантазии вы можете проявить и украсить ваше жилище даже к Новому году. Все это можно сделать к Новому году. Или как видя, как снежинка, либо еще что-то придумать, внести свою творческую идею. Вот опять-таки только уже краски, разнообразие красок, цветовая гамма подобрана таким образом, что сразу весна. Весна на пороге, да? И все. И как много можно их связать, видите? Но это тут все в пяльцах. Вот все в пяльцах, все. Ну, наверное, в пяльцах все-таки удобнее вешать как-то, подвешивать. А вот посмотрите, уже все то же самое, только уже в рамке. Наши салфетки шикарнейшие, красивые, которые могут быть многослойные, они могут быть рельефные, да, разнообразные, уже в рамке, как они смотрятся. Здесь уже тоже, я так думаю, либо их приклеивают, либо как, ну, скорее всего, я думаю, что это приклеенная салфетка на какую-то основу. И в рамке. А снизу посмотрите, как украшена. Украшена тоже разнообразными кистьями, причем разными. И как смотрится. Просто... Опять произнесу слово «шикардосно» смотрится. И здесь уже что-то такое, как фреска, что ли. Хотя это тоже наши салфетки. Даже, может быть, маленькие такие мотивчики. И посмотрите, с левой стороны тоже на полочке стоят салфетки. И переплетается вот сразу вот с этой вот картиной. А эта картина, она как бы вот как плиточки, как фресочки какие-то такие, я бы сказала. Главное все правильно подобрать. И все. И будет очень-очень хорошо и красиво. И даже на подарок. Такой подарок подарить, я думаю, что очень даже человек оценит, я так думаю.
Здесь уже как перегородка, да, перегородка сама, казалось бы, такая матовая, но эта перегородка украшена салфетками, опять в таком же стиле сделано. Все это облачено либо в пяльцы, либо вот в эти вот круги, все подвешено, и посмотрите, как интересно все смотрится. Самое главное — воплотить эту идею в жизнь, придумать, как это все закрепить. А как интересно смотрятся вот эти вот панно в виде девушек. Их там очень много. Я не стала много вам представлять вниманию вашему, но посмотрите все наши салфеточки. От маленькой до большой. Единственное, нарисовать лицо девушки. Вот все это можно сделать, перевести, найти. Сейчас великое множество этих картинок. И облачить в рамочку. И вот, посмотрите, какая красота. Тоже можно и подруге подарить такое, например, своей любимой подруге. И это будет, мне кажется, оценено по достоинству. Очень красиво, очень красиво. Тоже картина, только уже букет. Опять-таки весна. Тоже это все можно в цветовой гамме, в другой, но здесь на синем фоне, поэтому, конечно, выигрышное сочетание. На синем фоне все белое, все бросается в глаза, те же самые бабочки летят, это тоже. Посмотрите, как все подобрано. И вот на чем как стоечка, как столик, да, и посмотрите даже внизу вот эти, как ножки от столика. Сама ваза, все вот это, воплотить эту идею. А тут вроде бы самые обычные, как я и говорю, подстаканники наши, вот эти тоненькие салфеточки наши, но украшено в серединке. Это даже не бисер, это, наверное, бусинка такая красивая, листики и красивый букет. Опять-таки цветовая гамма может быть различная гамма, не обязательно белая, чтобы были цветочки. А здесь, посмотрите, настолько просто. Вот это, конечно, не совсем салфетка, а я бы сказала даже какой-то бабушкин квадрат, да, но сама идея просто. Обычная деревянная рамка, она такая, как утопленная вот эта вот рамочка. И насколько просто, элегантно, а смотрится, очень выигрышно смотрится, на мой взгляд. Скажите, как вам такое вот воплощение вот этого бабушкиного квадрата? И рамка может быть разная, но именно в дереве смотрится сразу теплота такая, тепло. А здесь элегантность. Вот элегантность и все. Цветочек, тоже наша салфеточка. Листики. Это, конечно, уже не салфеточка, но все равно. На тканевой основе. Очень удачно подобранная рамка. Ну и, конечно, да, еще раз говорю, что это нужно уметь воплотить, вот этот наш, то, что мы свяжем, придумать основу, придумать рамку, подобрать точнее, какую хотите. Но это елочка. Все те же круги, пяльца, елочка, зацепленные огонечки, и это, я так понимаю, висит на стене где-то. И вот вам новогодняя тема. Ну, конечно, к Новому году такое уже связать вряд ли успеешь, потому что салфетки вяжутся не так быстро, да, как кажется. Но на будущее мы можем взять эту заметочку себе в нашу записную книжечку и воплотить это в следующем году. Поэтому берите на заметку себе. Все очень-очень, казалось бы, элементарно. Ну и красиво, конечно. Опять на окошке. Здесь уже посмотрите, обратите внимание на карниз, как подобрано все. Здесь сами круги, они между собой, я так понимаю, связаны между собой, да? А потом уже зацеплено на карниз, на такие крючки зацеплено. Тоже можно в форме снежинок так сделать. Новогодняя тема, я думаю, даже очень. Но те же самые салфетки, они все равно смотрятся
как снежинки для меня. Ну и последняя картинка в этой подборке — это вот такая большая салфетка на окно. Как ее зацепить? Но она, по-моему, тоже в кругу, в каком-то кругу, только круг тоненький такой, как какая-то проволока, что ли. Вот. И все, и красота. Смотрится как паутинка, правда, какая-то вот паутинка, как будто бы на окне. Именно вот эта салфетка. Потому что пяльца не видно, а просто вот эта тоненькая проволочка. И смотрится как паутинка. Тоже интересно. Эта категория окончена. Третья категория панно. Я опять-таки жду от вас, что вам понравилось больше всего. Может, несколько панно вам понравились. Напишите, пожалуйста. Жду от вас. А мы приступаем к следующей категории. И следующая категория – это светильники. Тоже очень много идей, очень много. Посмотрите, настольная лампа. Здесь такие мотивчики, либо это снежинки даже, да, либо это маленькие такие мотивы. Все украшено кружевом снизу, смотрится элегантно и красиво. На сам абажур лампы все это крепим и получаем очень элегантную вещичку, красивую и сделанную, самое главное, своими руками. Это очень-очень важно. Вот такой вот абажур. Я, кстати, вязала что-то такое подобное. Есть у меня видео на канале, я вам показывала. Но я не вязала там как вот попетельно, а просто показывала, что я вяжу. Кстати, я так и не довязала. У меня закончились нитки, потом нитки другого цвета. Ну, в общем, это отдельная тема. Ну, вот салфетка и плюс такая бахрома. Ну, не бахрома, но тоже, да, кайма, типа бахромы украшена. Тоже очень-очень красиво, интересно смотрится. На сам абажур одета. Вот. И висит, я так понимаю, здесь висит над столом просто. Просто над столом. А у меня торшер, то, что я делала. Вот пример. Бра, настенная бра, тоже на сам стеклянный вот этот, я так понимаю, внутри одета вот эта салфеточка, которую можно связать. И очень красиво. Потом салфеточка, я так понимаю, она и снимается тоже. Ее можно постирать и вновь одеть. Очень... Мне, например, нравятся такие вещи, которые связаны своими руками, сделаны своими руками. И вот такого больше ни у кого нет, такого воплощения. А здесь вообще, посмотрите, сами настольные лампы, какая красивая салфетка, нежнятина просто, нежная розовая, и еще и стоит на салфетке, да? И вот если включить такое, это же вот вечером получаешь большое-большое наслаждение, получишь от такой настольной лампы. Очень красиво, конечно, очень. Ну и вот такое воплощение салфеток. И в круги вот эти, в шары, да, очень похожа техника, как вот мы делаем, когда на елку шары делаем. Я думаю, что здесь именно вот этот способ применен. Скорее всего, вот тоже надувается шарик воздушный, а потом вот это все облачается в клей, все это засыхает, потом шарик лопается, и получается вот такой абажур красивый. А когда много-много цветов, то вместе они смотрятся еще симпатичнее. Очень интересно. Еще одна разновидность. Очень красивые тени дает такой шар. Я уж не знаю, это салфетка либо что, либо это просто какие-то мотивы соединены вместе. Похоже, что это какие-то мотивы соединены. Но мне понравилось вот это вот, тени, какие тени дает вот этот светильник. Мне вот это понравилось. Ну, элементарная такая вещичка тоже, да. Обычная салфетка.
Ну, непонятно, на чем она висит. То есть ей придали такую форму, так накрахмалили ее, и она висит. Ну, никакого абажура здесь, видите, ничего. Вроде просто вот она висит на лампочке. Такое впечатление. Но красиво. Как перья павлина, что-то такое напоминает. Опять шикардосное вот это свечение, когда красивая вот эта ажурная салфетка дает тени красивые. Вот такое воплощение интересное. А вот это, здесь, наверное, на картинке не сама салфетка, а здесь просто что-то такое сделано, но, ну, типа, может, из гипса что-то залито или что-то еще, может, это пластик какой-то, но очень напоминает наши салфетки. И тоже можно связать салфетку, натянуть ее в рамку, сзади светильник какой-то поставить, и вот будет такое свечение. Очень интересное решение. Я так понимаю, что это изголовье кровати. Распадушки с этой стороны стоят. А, ну да, тумбочка здесь рядышком. Значит, это изголовье кровати. Ну, может быть, не совсем удобно, да, опираться на салфетку, но как идею какого-то декора комнаты, это можно такое тоже перенять. Ну и последняя картинка в этой категории. Вот обычная салфетка, лампочка, дрын, обвили лампочку, и все. Зацепили, пришили вот здесь вот, как края соединяем, и получается светильник. Получается светильник. Очень такой антуражный, потому что здесь все подобрано в таком стиле, да, и, наверное, здесь сама салфетка не светлая, я думаю. Может быть, она в коричневом каком-то тоне, либо в бежевом каком-то тоне связана. Все, категория светильники окончена. Я жду от вас. Понравилось ли вам что-то, какая-то идея? Взяли бы вы что-то себе на заметку и связали бы, а мы приступаем к следующей категории. И следующая категория – это часы. Представляете, часы. Из салфеток можно делать часы. Скажите, девочки, мальчики тоже, вы додумались бы до того, что из салфетки можно сделать часы? Я бы нет. Честно говорю. Вот обычная салфетка, часовой механизм. Здесь конкретно на подставке представлено вот это все действие. И, пожалуйста, вам часы. Все, больше ничего не надо. Часовой механизм, подставка, либо какое-то другое воплощение этой идеи. И у вас часы, сделанные своими руками. Да причем из своей любимой салфетки. И салфетку можно все время менять, да? Сегодня в этом году у вас висит такая салфеточка, в следующем другая. Вот посмотрите, ананасы, салфетка. И как раз здесь, наверное, вот количество вот этих вот штучек, как они, выпирающих, как раз подходит под часы. Видите? И опять пяльца. Опять пяльца нас спасают. Берем пяльца, ткань, часовой механизм и вперед воплощаем идею часов. И они, даже вот часы нас будут радовать. Кругом будет часы, панно, вот опять. Ну, я бы здесь вот на этой картинке конкретно, мне почему-то хочется либо фон другой, либо саму салфеточку, чтобы она больше выделялась как-то. А так как-то, мне кажется, оно немножечко сливается. Ну, деревянные пяльца здесь тоже, причем тоже можно хорошо их повесить, часы, да, за эти пяльца. И вот, кстати, они совсем недорогие, ну, может быть, совсем деревянные, там тоже побольше стоит. Здесь у нас, наверное, не пяльца. И смотрится тоже, вот, когда в таком исполнении, оно как-то смотрится, как паутиночка такая. Смотрится. И почему-то, видите, все фотографии, они как-то направлены на то, что цветовая гамма у них не выделяющаяся. То есть вот на такой вот стене
салфетка бежевого тона сделана. Но может быть потому, что это колосочки, такие своеобразные колосочки. И тоже подходящее количество циферек от 1 до 12. Ну и последняя салфеточка, тоже эти вот ананасики, только уже немножко тоже они так более остро сделаны, обвязаны, и золотистый механизм. Интересно, довольно-таки смотрится. Но здесь и белый, с синим тоже, и белый механизм тоже очень хорошо будет смотреться. Вот такая вот категория. Пишите, какая категория часов понравилась ли вам, что бы вы воплотили, какие часы воплотили бы в жизнь. А мы приступаем к следующей категории. И следующая категория — скатерти и украшения в вазе. Я объединила это вместе, потому что скатерти очень красивые, представлены на Pinterest, множество идей, но они в основном однотипные. Когда вяжутся салфетки, нашиваются на саму скатерть, либо снизу, либо сверху, и получается вот эта красота, красотища неимоверная просто неимоверная красота. Труд, конечно, очень большой, очень много салфеток надо навязать, потом это все нужно пришить, но красиво. Согласитесь, все очень-очень красиво. Поэтому не стала подбирать много, буквально несколько фотографий. Вот эта вот фотография и еще одна фотография, когда салфетки сверху. Но здесь что-то пришито, как я понимаю, и свисает вниз, а что-то, видите, выпирает вот так в бок, то здесь это салфетки просто лежат, я так думаю. А где-то вот пришито, например, полуовальная такая, мне кажется, это пришито, а остальное, потому что стол большой, и это такая дорожка. Не сама скатерть, а дорожка такая. И тоже смотрится очень-очень красиво. Такое впечатление, что это специально под блюдо. Под большое блюдо, под овальное блюдо, под маленький салатник. Ну, скажите, я считаю, что это шедевр просто. Просто шедевр. Ну и вот такие украшения в вазе очень напоминают на украшения на окошко. То, что я вам показывала, но уже в вазе, и они маленькие. Мне почему-то напоминает это одуванчик. Вот какой-то одуванчик, и все. Я бы вот даже вот эту вот проволочку сделала более светлую какую-то, а может даже и желтую. Желтая проволока плюс желтая салфеточка, и получается такой действительно одуванчик какой-то такой. Вот, смотрится интересно, воздушно. Вот такое вот исполнение, да, тоже имеет место быть, но вместо вот этих веточек я бы поставила вот сейчас, в преддверии Нового года, я бы поставила елочку. И вот веточки, еловые веточки. И вот на эти веточки навесила бы вот эти мотивчики. Звездочки, наши мотивчики, маленькие салфеточки, снежинки те же самые. И вот украшения, пожалуйста, да. Как говорится, голь на выдумку хитра. И все, и в таком вот графине оно смотрится тоже вот по-новогоднему, мне кажется, вот этот прозрачный графин. Эта категория окончена. Я опять повторяю, жду от вас то, что вам понравилось. И мы приступаем к следующей категории. Я тоже их сейчас объединю, потому что там не очень много у меня подборки, но она есть. Итак, следующая категория – одежда и аксессуары. Сейчас появится картинка. Я бы тоже никогда не додумалась, что так можно. Но это же наша салфетка, правда? Разноцветная. Каждый ряд связан другим цветом нити. И вот это все большое-большое вяжется. Здесь нет никакого вот этого кружева никакого, просто обычно вяжется по кругу, заканчивается красивой обвязкой и сверху тоже. И получается такая красивая вещь. Не знаю, это, наверное, типа кардигана получается, да? Вот. Для молодежи шикарно, на лето. Хотя и осень
потому что в зависимости, какой тип ниток использовать. Вот эта воздушность, нежность, элегантность, тоже бы я сказала. Очень интересное исполнение. Конечно, все это сложно. Сзади салфеточка, как я понимаю, более большая, заканчивается маленькими мотивами, салфеточками. Все это объединено сеточкой, красивой сеточкой. Подчеркнута линия под грудью, вот эта вот линия подчеркнута. Но это все возможно для тех, кому нравятся салфетки. Ну и вот такой вот кардиганчик, коротенький, но тоже салфетки объединены просто сеточкой. Даже вот как я смотрю, мне кажется, что это просто нить, протянута нить, и все. Даже не воздушные петли. Но, может быть, мне это только так кажется. И вполне возможно, что ниточка не хлопок здесь, не тоненькая, а даже, наверное, немножко с какой-то и шерстью. Немножко. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И вот на теле девушки изумительно красиво смотрится. Вот такой вот еще аксессуар. Это тоже обычная салфетка. Вот явная обычная салфетка, которая обернута вокруг руки. Это нарукавник, пришиты пуговички. И красивые нарукавники, сверху вы одеваете что-то, например, платье, и вот эти нарукавники видны из-под платья, либо из-под какой-то кофточки, и все, и ваш образ дополнен вот такой интересной деталью. Вот такие нарукавники. Здесь уже такое многослойное исполнение нарукавника. Тоже идет салфетка сверху серая, снизу это может быть даже кружево какое-то снизу, а может быть салфетка только уже побольше. Она наслаивается друг на друга, и вот получается из-под серой видна белая вот эта вот салфеточка, либо это кружево, и все, застегивается на пуговички, и получаются тоже такие интересные нарукавники, которые тоже можно использовать, одевая под свои вещи, либо под блузку, либо под платье, под что угодно. Тоже очень интересный аксессуар. На этом эта категория окончена. Тоже пишите, что вам понравилось. Я сделала небольшую подборку, но все-таки она есть. И мы приступаем к следующей завершающей категории. И следующая категория – новогодние украшения и елочки. Хотелось бы завершить именно такой категорией. Посмотрите на эту прелесть. Но милота милейшая, просто милота. Такая вот овечечка в салфеточке. Вот эта серая мордочка и лапки – это фетр, как я понимаю. Зелененькие листики тоже фетр, бусинки. Вяжем салфеточку, и вуаля! У нас такая красивая овечечка. Ну, наверное, это был год овцы, я так понимаю. Наверное, поэтому здесь именно вот это представлено. Но мы можем придумать и со змейкой что-то такое, да? Можно что-то интересное придумать. И, используя салфетку, обыграть, и будет очень интересное украшение новогоднее. Я несколько украшений вам представила, и вот еще одно, это такое, как балеринка, типа такой, либо ангел, либо балеринка. Вы видите снизу такая прозрачная, как это называется, ткань. Сверху вот это маленький мотивчик, салфеточка, бантик, бусинка. И вот новогоднее украшение готово. Салфетка может быть любая, можно низ тоже придумать любой. И вот либо это ангелочек, либо какое-то украшение, бусинка, либо стразик какой-то. Вот. Ну и елочки. Елок много не бывает. Я вам уже показывала что-то такое подобное в начале видео. Ну и вот наши салфетки разные, маленькие, большие, снизу тоже бантик. И, как я понимаю, она тут где-то висит в подвешенном состоянии. Все это пришито, сшито между собой. И такая елочка, таких елочек множество представлено на Pinterest. Вы можете зайти и вдохновиться такими елочками. И вот такие вы еще вполне успеете связать.
Вот такая елочка тоже мне понравилась. Она сделана из проволоки. Снизу такой круг, он более массивная проволока, дальше более тонкая. Здесь, конечно, не совсем салфетки, снежинки, елочки, колокольчики, но можно сюда и маленькие небольшие мотивы, больше-меньше, больше-меньше. Все это украшено огонечками и получается оригинально. И стоит тоже на салфетке. Тоже на салфетке. Я думаю, воплотить такую небольшую елочку до Нового года вы еще вполне успеете. Поэтому, если вам понравилась эта идея, то вперед, делайте. Само, наверное, это вот проволоку вот эту сделать. А вот это вообще мне очень-очень нравится. Очень нравится. Это мешковина, продается в творческих магазинах. Берем мешковину, берем деревянную палку какую-то. Здесь можно купить в строительном магазине и покрасить ее в коричневую краску, либо затонировать. Дальше вяжем либо снежинки, либо салфетки такие. Снизу вот конус делаем, вот этот конус. Либо вот так мешковину, как с правой стороны елочка представлена, тоже интересно. А между вот этими складками мешковины салфетка, да? Посмотрите. Очень интересная идея с такой елкой. И тоже все стоит на салфетке. Вот эта елка мне тоже очень-очень понравилась. Вот здесь мы вообще делаем вот эту многослойность, вяжем большую салфетку, потом поменьше, еще меньше, еще меньше, еще. И так доходим до верха. Оригинально, красиво и елка. Правда? Чем не елка? Очень красивая елка. Ну, дальше здесь мы уже придумаем, куда поставить. Чаша, свит, я не знаю, что это такое, конфеты, что ли? Или что это такое? Чаша. Здесь, конечно, надо что-то такое насыпать. Либо сюда залить, может быть, даже и гипс, залить гипсом, чтобы она не упала, не шевелилась. Это все возможно сделать. И все, елка готова. Ну и последняя елочка в моей подборке тоже истинные салфетки, истинные. Вверх, если это маленькая салфеточка, вот с левой стороны елочка это представлено, да, а вот тут с правой стороны большая салфетка. Оборачиваем конус, опять деревяшка, которую мы можем приобрести в строительном магазине. Все это установлено тоже на какую-то интересную такую обыгранную деревяшку. Можно и какую-то шкатулку, например, придумать, и вовнутрь шкатулки установить вот эту вот елочку. И все оригинально, просто. И причем это может быть и зеленая салфетка на каком-то светлом фоне. Конус сделать светлый, а на этот светлый конус связать зеленую салфетку. Все это установить в шкатулку. Взять такие вот есть небольшие, продаются шкатулочки. Либо сделать самим из вот этого переплетного картона, и замечательно. Ну все, на этом моя подборка окончена. Я надеюсь, что вам понравилась подборка. Вы обязательно для себя вынесли какие-то идеи, подхватили и записали их. Нажимайте на тайм-коды, все будет внизу под описанием тайм-коды по категориям. Нажимайте, заходите, просматривайте еще раз, пишите ваши комментарии, что вы зацепило, что бы вы воплотили. Я, наверное, для себя вот это панно, мне очень понравились панно, но не настенные вот эти, а именно которые облечены в рамках поставить либо на столик, либо повесить в качестве, как картину вешают. Часы. Очень мне понравились часы. Очень понравился аксессуар на рукавнике. Понравились. В общем, множество идей, которые можно воплотить, используя салфетки. На этом разрешите, я с вами попрощаюсь. Хочу пожелать вам, скоро наступает зима, и вот это волшебное время, подготовка к Новому году, чтобы у вас прошла легко, непринужденно, интересно, творческих вам идей. Конечно же, желаю вам всем здоровья, еще раз здоровья, мирного неба над головой, и все у нас получится, все будет хорошо. Всем до скорых встреч, всем пока-пока, ваша Наташа.